Сегодня в программе. И это было настолько для меня неожиданно. Ребенок родился мертвым. Это была страшная ситуация, мне снится до сих пор. Ты не знаешь, что это такое. На помойке нашли труп новорожденного ребенка. Может ли мать оправдаться тем, что малыш родился мертвым, поэтому она решила избавиться от него таким чудовищным способом? Эти условия, не соответствуют жизни. У нас есть человек, который хочет взять ребенка под опеку. Я запрещаю Старшая вам. сестра матери. Я запрещаю вам говорить. Сердобольная старушка не смогла отказать в крыше над головой родной дочери уголовницы. Но теперь органы опеки отбирают у нее внучку. Законно ли такое решение? Все об этом говорят, все сотрудники. Мне даже уборщицы уже говорят о том, что мне папа подсунул свою беременную любовницу. Мужчина утверждает, что жена родила от свекра. На чем основаны его убеждения? Удастся ли ему оспорить отцовство, если мать ребенка категорически против его обвинений? Истец требует лишить бывшую жену родительских прав. Ответчик иск не признает. Так, я вас слышу. Уважаемый суд, моя бывшая супруга, мать наших двоих детей, она выбросила нашего третьего новорожденного ребенка в канаву, во враг. Понимаете, я живу на севере и работаю там. Работа у меня вахтовым методом. То есть полгода там работаю, на месяц возвращаюсь. Я, как супруг, я не знал, что она беременна. Более того, она родила, выбросила ребенка. У нее открылось кровотечение. Моя дочка вызвала и скорую. Скорая приехала, забрала мою бывшую, опять же, повторюсь, супругу. Связались с правоохранительными органами, так как они поняли, в чем причина, почему кровотечение открылось. И, соответственно, вызвали меня, дабы мне передать детей. Я экстренно приехал с севера. Понимаете, более того, моя супруга, бывшая, говорит, что она родила ребенка уже мертвым. Я в это абсолютно не верю, потому что я знаю ее характер. Это изверг. Она с нашими детьми обращается так, как в худших сказках, самых страшных, не обращается мачеха со своей падчерицей, понимаете? Она может поставить на горох ребенка, она может поставить в угол на целый день, она может лишить еды, более того, она может избить. Это не просто слова. Я однажды, когда приехал с работы с севера, забирал ребенка Лизоньку, опять же, забирал с садика, переодевались, она была в синяках. Я спрашиваю: Лиза, в чем дело? Почему ты в синяках? Тебя кто-то обидел? И она призналась, что меня мама побила. Однажды Филипп, он не послушался маму и включил себе мультики. 4 годика мальчику было. Так она его выгнала на балкон, 10-градусный мороз, и он там был полчаса, он кричал, он звал о помощи, понимаете? Он стучался, все соседи слышали это, только мать этого почему-то не слышала. Уважаемый суд, я прошу, я вас требую, чтобы вы лишили ее родительских прав, с ней нельзя оставлять ребенка. Скажите, пожалуйста, вот после произошедшего было возбуждено уголовное дело? Да, однозначно оно было возбуждено. Да, экспертизы должны были быть проведены, Да, правильно? Медицинская экспертиза что установила в отношении ребенка? В отношении ребенка экспертиза установила, что он был мертворожденный. Он был мертворожденный. Поэтому, да, если первоначально было возбуждено уголовное дело по 106 статье, как убийство матери новорожденного, то потом переквалифицировали по 244 как издевательство над телом, надругательство над телом умершей, и отделалась она 40 тысяч штрафа. Угу. А психиатрическая экспертиза? А вот психиатрическая, это уже интересней. Психиатрическая экспертиза установила, что она психически нестабильна, ненормальна. Да. Она истеричка, то есть психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что ответчика вменяема, то есть она способна нести уголовную ответственность, но страдает психическим расстройством. Совершенно верно. В данной ситуации истец
Как вы собираетесь заниматься воспитанием детей? Я их перевезу на север. Там у меня подписан договор с моим работодателем. Он выдает квартиру после 5-летнего срока. 2 года я уже отработал. Да он просто хочет мне их отнять. Подождите. Никаких проблем не будет. Детский сад, школа, все там есть. Все, то есть к этому подготовлено. Проблем с этим не возникнет. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ну, во-первых, он лжет. Я живу одна со своими детьми. Практически. Муж приезжает 1 раз в полгода. Простите, сейчас вы уже же не живете с детьми? Мы в разводе. Но как это все можно нести в голове, в душе, в сердце, когда женщина самостоятельно воспитывает 2 детей? В смысле самостоятельно? Я же приезжаю раз в полгода. Это работа. Ты знала, на что мы идем. Нет возможности, нет финансов достойных, чтобы как-то их растить. Ну что, вы хотите сказать, что истец уезжал на работу и материально вас не обеспечил? Последние 2 года он возвращался и говорил мне о том, что им не платят зарплату. Ну я же присылала, пусть это будет не те суммы, на которые мы рассчитывали. Поэтому, когда я сижу и занимаюсь своими детьми, естественно, это нервы, это стрессы. Да, я заменяла и заменяю. И заменяла, и буду заменять. Не отнимешь ты у меня моих детей. И отца, и мать. Да, я строгая. Мои методы воспитания, может быть, чересчур переходили там какие-то средние, да, вот эти нормативы. Но ребенок должен делать домашние задания, он должен слушаться маму, он должен помогать по дому. Девочка растет. У меня дочь Лиза 8 лет, и сынишка Филипп 5 лет. Дочь, она меня не слушает, она чуть-чуть разбалованная. Я пытаюсь ей объяснять, что такое ответственность, что папа далеко, что она должна вырасти ответственным ребенком и не видеть позитивным человеком. На кухне провести уборку, делать посуду. Она мне помогает. Не помогает, я она просто делает. не успеваю, я работаю на 2 работах. Ты не работаешь. Мне надо... Я вижу, как ты работаешь, ты за компьютером сидишь целыми днями. У меня работа на дому. Я не сижу, никаких не лазю, никаких хотя бы сиди за детьми, она у тебя на кухне, 5-летняя, сама на кухне. Но ты ничего не знаешь, откуда у тебя эта информация, тебя же дома нет. Ты приезжаешь, поживешь немного и уезжаешь. То, что тебе скажут дети, они манипулируют. Дети манипулируют отцом. А то, что я наказываю ответчик, детей. Скажите, пожалуйста, а почему вы не сказали Иисусу, что вы ждете 3-го ребенка? Наши отношения уже укатились просто к какой-то завершающей уже логической точке. Мы практически уже с ним были не как муж и жена, отношения просто никакие. Я забеременела, я не сказала ему об этом, я об этом не написала, я не встала на учет, потому что были мысли об аборте. Преждевременные роды. И это было настолько для меня неожиданно. Ребенок родился мертвым. Это была страшная ситуация. Мне снится до сих пор. Ты не знаешь, что это такое. В тот день должна была вернуться Лиза со школы. Я не хотела, чтобы она видела этого ребенка. Мне нужно было идти за Филиппом. Все произошло так стремительно. У меня началось кровотечение. Меня увезли в больницу. Он родился мертвым, это действительно вот заключение. Я не сказала тебе изначально, что у нас будет ребенок, потому что... Ты не вызвала сама скорую, потому что я не знала, как ты отреагируешь. У тебя там какая-то другая женщина. У меня... Опять ты про это? У меня есть информация, мне все рассказали. Кто тебе рассказал? Ты на севере была? По поводу наших детей, по поводу Лизы, Елизаветы, Филиппа, не настолько. Может быть, я и строгая мать, но я пыталась вкладывать в них какое-то чувство ответственности. Я не била своих детей. Лиза тогда, когда пришла с синяками, как будто бы я ее избивала. Эта ситуация со школой связана, у меня есть доказательства. Моя девочка поссорилась с другими девочками из класса. Они... Ее избили, хочешь сказать? У них была какая-то ситуация, произошла из-за мальчика. 8 лет, понимаете, 2 класс. Для меня это тоже какая-то странная ситуация. Я ее поругала, хлопала по попе. Она сидела, у нее был домашний арест. Пришел избитый, я не била свою дочь. И мать вместо того, чтобы поддержать ребенка, она ее еще начала дальше лупить. Это у меня есть доказательства. Мы мамочки разбирали эту ситуацию. Я не била свою дочь, просто там какая-то была ситуация стандартная. У нас семейное законодательство, перечень оснований, по которым родители лишаются родительских прав, он имеет, 1, 2, 3, 4, 5, и на этом все. То есть это исчерпывающий перечень, который не допускает возможности расширительного толкования. И в данном случае... то основание, которое избрано, это виновное поведение родителя. Да? То есть когда родитель осознает, что он делает, и конкретно поступает именно так, как он поступает. Или наоборот, от него там требуют что-то сделать, а он этого не делает. Да? Потому что у нас может быть виновное поведение, но и виновное бездействие.
В данном случае законодатель, когда эту норму формулировали, то предполагалось, что есть определенный умысел, направленный вот на такое поведение или наоборот, умысел, который направлен, чтобы не поступать необходимым образом. Я сейчас посмотрела внимательно результаты экспертизы. Ответчику установлено достаточно серьезное психическое расстройство в виде, там, я небольшой специалист, это параноидальное расстройство. Дальше такие научные термины написаны. Я не способна пока в них разобраться. Понимаете, но в данном случае эксперты пришли к точке зрения, что это именно психическое расстройство. И получается, что при психическом расстройстве говорить о том, что у человека его действия направлены на... Вот они носят конкретный виновный характер, нельзя. Потому что сейчас мы разделим уголовное преследование от гражданского судопроизводства, поскольку в уголовном процессе есть понятие вменяемости. В гражданском судопроизводстве есть понятие дееспособности. В данном случае ответчик была признана вменяемой, то есть она, как с точки зрения экспертов, была способна понимать, что она делает, да, и последствия этих действий, но страдает психическим расстройством. А с точки зрения гражданского судопроизводства ответчик сейчас не признан недееспособной. То есть получается, что с одной стороны есть психическое расстройство, и оставлять детей с мамой естественной нельзя, потому что это на самом деле подвергать их жизни, здоровью опасности. А с другой стороны, как это ни парадоксально звучит, само по себе психическое расстройство не является основанием для лишения ответчика родительских прав. Ваша честь, я нормальная мать. Он меня изменил. Подождите, ответчик. Вы уже расторгли брак. Все, что сейчас говорить о том, кто кому изменил, У меня и преждевременные роды случились только потому, что я узнала, что он мне изменяет. У него другая семья. Я в данной ситуации могу сделать только то, что я на самом деле могу сделать. Но это не значит, что из этой ситуации... Это мои дети, они должны жить со мною. Я что их в мать. этой ситуации нельзя найти как-то выход из положения. На самом деле это можно найти, этот выход из положения. Поэтому вот исходя из того, что мне сейчас изложили, я приму, естественно, соответствующее решение, а потом, я думаю, что вы с органами опеки и попечительства просто дальнейшие шаги обсудите, как поступать в этой ситуации. Ваша Суд честь, удаляется для принятия фотографии. решения. Прошу всех Это его женщина, где-то он там живет на севере с нею и хочет уйти. Ты же мне изменился, эта женщина, кто она? Давай больше об этом не будем Кто говорить. она? Она ж тебе родить, наверное, уже не может. Ты хочешь меня их забрать? Ты их не получишь. Ты неадекватна, понимаешь? Ты их не получишь, нет, ты их не получишь. На первом месте. Далее в программе. Эти условия, не соответствуют жизни. У нас есть человек, который хочет взять ребенка под опеку. Я запрещаю вам. Старшая сестра матери. Я запрещаю вам говорить. Женщина, лишенная родительских прав после освобождения из тюрьмы, вернулась в квартиру, где живет ее ребенок. Чем это грозит семье? Все об этом говорят, все сотрудники. Мне даже уборщицы уже говорят о том, что мне папа подсунул свою беременную любовницу. Распускать слухи – подлость. А на их основе отказываться от собственного ребенка – подлость вдвойне. Удастся ли вразумить оскандалившегося папашу – узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив представителей органов опеки и попечительства, приобщив их заключение к материалам дела, проведя процесс с участием прокурора, в иске о лишении ответчицы родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей суд отказывает. Однако суд выносит решение об ограничении ответчицы в родительских правах в отношении несовершеннолетних детей сроком на 6 месяцев и, следовательно, об отобрании детей у матери и передаче детей на воспитание Нет, это невозможно, отцу. это же он Вы мне меня мешаете. вынудил. Вы мне мешаете. Суд отказывает в иске о лишении ответчицы родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей, потому что лишение родительских прав допускается по основаниям, предусмотренным законом, и только в случае виновного поведения родителей в соответствии с правилами статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации. В данной ситуации экспертиза установила, что мать детей страдает психическим расстройством. Это подтверждается результатами судебно-психиатрической экспертизы. И в том числе, которая была
была проведена при расследовании дела по обвинению ответчицы в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, надругательство на тело умерших. В данном случае при рассмотрении этого конкретного спора отсутствует виновное поведение матери вследствие ее психического расстройства по отношению к детям. Поэтому по этому основанию она не может быть лишена родительских прав. При этом суд пришел к выводу, что оставление детей к матери опасно для жизни и здоровья, так как поведение матери, страдающей психическим расстройством по отношению к детям, может иметь непредсказуемый характер. При таких обстоятельствах суд, отказывая в требовании о лишении матери родительских прав, ограничивает ее в родительских правах, то есть принимает решение об отобрании ее детей и передаче на воспитание отцу. Кроме того, вам необходимо будет переговорить с органами опеки и попечительства, потому что психическое расстройство, которое было... воспитатель, вы учителя. мне мешаете. Я нормальная. Вы мешаете. То заболевание, которое было установлено ответчиком, оно было на момент проведения экспертизы. Совершенно. Поэтому я исхожу из этого заболевания. Ситуация могла измениться. Ответчик могла там усугубиться ее состояние или улучшиться ее состояние. То есть в данном случае органы опеки и попечительства уже будут рассматривать вопрос о том, ограничивать ли ответчицу в дееспособности или вообще признавать ее недееспособной. Тогда уже при признании недееспособной может по-другому решиться вопрос о родительских правах. Но вот в этой ситуации само по себе психическое расстройство как основание для лишения родительских прав у нас с вами в законе не существует, потому что закон все-таки предусматривает виновное поведение. А раз человек страдает психическим расстройством, говорить о том, что он действует под влиянием, то есть он как бы виновно поступает или он действует под влиянием своего психического расстройства, мы с вами не можем. А дальше уже совместе с органами опеки и попечительства решайте вопрос либо об ограничении дееспособности, о признании полностью недееспособности, о необходимости проведения соответствующего лечения и так далее. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Я тебе их все равно не отдам. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Ну что ж, как минимум в ближайшие полгода мои дети будут жить в безопасности и с любящим родителем. И даже спустя это время я все равно буду настаивать, чтобы Юлю лишили родительских прав, так как присутствие неадекватной матери опасно для жизни моих детей. Это Макс во всем виноват. Сделал из меня сумасшедшую. Дети останутся жить со мной, потому что это мои дети. И они хотят жить со мною. Истец оспаривает решение органов опеки и попечительства об отмене опекунства над родной внучкой. Ответчик считает, что опекунство было отменено законно. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я обжалую решение органов опеки, которое лишило меня опекунства над моей родной внучкой. Я считаю, что произошла огромная ошибка. И органы опеки, приняв такое решение, толкают девочку в детский дом. Все было законно, абсолютно законно. Ответчик. При живой бабушке и при живой матери. Девочке 7 лет. Все это время она жила со мной. И ей нужна семья для дальнейшего воспитания. А органы опеки приняли такое решение. Простите, пожалуйста, а вообще почему было опекунство установлено, скажите? Опекунство было установлено, потому что моя младшая дочь, Настя, была молодая, ей было всего 24 года, и не справилась с тяжелой жизненной ситуацией. Ее бросил муж с маленьким ребенком. Она впала в депрессию. Ушла в запой и бросила ребенка. Стала употреблять наркотики, связалась с дурной компанией. А потом ее органы полиции арестовали и осудили за распространение наркотиков. Но вы она обратились с заявлением о назначении вас опекуном. Совершенно верно, да. А что изменилось-то? Сейчас они отменили это решение, обосновав тем, что с нами проживает родная мать внучки, вернувшаяся из мест лишения свободы, лишенная родительских прав. Это не одно условие, их там несколько. Я потом скажу, минуточку, так. У меня очень хорошие условия. У меня квартира 45 квадратных метров, двухкомнатная. А как было установлено, что ваша дочь с вами совместно проживает?
Вы знаете, произошла вдруг внезапная проверка. Ежегодно проверяли, все опекунство было нормально. Вдруг ни с того ни с сего пришла внезапная проверка. Но это не внезапная, а плановая. Это была Нет, плановая не плановая проверка была. Плановая. И обнаружили, что с нами проживает моя дочь. Сколько лет уже девочка под опекунством? 3 года. 3 года, да? Скажите, пожалуйста, есть ли у вас документы, подтверждающие, какое количество проверок за эти 3 года провели органы опеки? Ну, с собой нет. Но вообще Нет. проверки были регулярные на правовой основе. Нет. Регулярно это как? Каждые полгода мы проверяли эту семью опекунскую. А почему вы пришли без документов? Ну, это мы... Значит, извините, вы исправлюсь. подтвердить ваше утверждение о регулярности проводимых проверок не можете. Вот до последней проверки. Так, а что явилось основанием проведения этой проверки? Плановая проверка. Так вот, до момента проведения этой плановой проверки, если вы утверждаете, что раньше проверки проводились, какие-либо нарекания в адрес истца, какие-нибудь замечания, они были выявлены в результате? До этого момента нет. Не было никаких. Нет. Я вас слушаю, пожалуйста. Ваша честь, в ходе проверки мы выявили, что в квартире с ребенком и бабушкой-опекуном проживает лишенная родительских прав мать. Она же до сих пор наркоманка. Вот заключение из наркологического диспансера, что она состоит там на учете. Ваша честь, это несет угрозу его жизнедеятельности. Ваша честь, жизни ребенка она и не здоровья. наркоманка. Ну Она как вернулась- вот справка, пожалуйста. Она вернулась из из наркологического медучреждения. диспансера справка. Она вернулась. Подождите. Она устроилась на работу. Подождите, о чем справка? О том, что она состоит на учете в наркологическом диспансере. Так, и что? Это не означает, что она больна. Вот. Это означает, что она состоит на наркологическом учете. Хорошо, это был не единственный повод для отмены опекунства. Кроме того, в связи с новыми условиями о том, что в квартире теперь проживает не 2 человека, а 3, метраж квартиры не соответствует социальным нормам. Квартира маленькая для 3 человек, и ребенку там даже некуда разложить свои учебники. Еще раз скажите, какой нормы-то? У них 15 квадратных метров на человека, а норма 18. Всё, это теперь- отражено в акте обследования жилищно-бытовых Понятно. условий. Скажите, пожалуйста, И поэтому нам было составлено новое заключение. Скажите, пожалуйста, органы опеки, а вот ничего, когда в однокомнатной квартире 5 человек проживают, вас это не смущает по поводу несоответствия нормам? Ну, если там не проживают наркоманы, лишенные родительских прав, осужденные за торговлю Так, хорошо. наркотиками, то, возможно, Так, и нет. будьте добры, пожалуйста, вы не могли бы мне назвать норму закона, по которой граждане, лишенные родительских прав, не должны проживать совместно с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав? Если они несут угрозу здоровью, жизнедеятельности Значит, в ребенка. данной ситуации... Ваша честь, можно я скажу? Ну, у нас как бы есть лучик света в этом темном царстве. Не все так плохо. Желание стать опекуном ребенка изъявила старшая сестра его матери. Скрипак Елена Александровна, я прошу вас, чтобы вы выслушали ее. Вы понимаете, давайте так. Можно отстранить опекуна от обязанности, от исполнения обязанностей опекуна при его виновном поведении. То есть тогда, когда будет установлено обстоятельство, что опекун не справляется с исполнением своих обязанностей. Нет, я не буду ваши картинки смотреть. Идеально убранная квартира. Что вы мне там показываете? Железные койки, вообще какое-то общежитие, деревянные Так, всё, стулья, ваша железный честь, подоконник. Ваша честь, эти условия, не соответствуют жизни. У нас есть человек, который хочет взять ребенка под опеку. Я запрещаю вам. Старшая сестра матери. Я запрещаю вам говорить. Которая может обеспечить ребенку достойное будущее. Суд, вы будете разговаривать только с разрешения суда. Вам все понятно? Да. Понятно. Будем мы разговаривать исключительно по предмету иска, а не потому, что вам хочется. И вы мне показываете вот эту комнату, и не показываете то, что делается иногда, где, в каких условиях дети живут в подвалах, будете мне эту комнату показывать. При том, что там, видите ли, отступление от нормы на 3 метра. Я вам еще раз говорю, если у человека нет иного места жительства, человек вернулся из места лишения свободы, иного места жительства нет. А теперь доказательства вместе с этой справкой, что она нарушает общественный порядок, что ее задерживали, что ее привлекали к административной ответственности, что прибывал наряд полиции, что она шумит, что она туда приводят компании, что есть подозрение, что там употребляют наркотики. Есть у Мы вас опрашивали соседей, соседи сказали, что вечерами у них шумно. Заключение. Ваша честь, можно я добавлю?
Что вы Соседи хотите? показали, что действительно есть такие Копия, когда раньше они условия. обследовали наши условия. И у меня есть копия этого акта. Можно я приобщу? И чтобы что? было все нормально. Ну что, копия-то? Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Все об этом говорят, все сотрудники. Мне даже уборщицы уже говорят о том, что мне папа подсунул свою беременную любовницу. Мужчина утверждает, что жена родила от свекра. На чем основаны его убеждения? Удастся ли ему оспорить отцовство, если мать ребенка категорически против его обвинений? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленный административный иск удовлетворяет и выносит решение об отмене решения органа опеки и попечительства, которому истица была отстранена от исполнения обязанности опекуна над 7-летней внучкой. В соответствии с этим суд обязывает органов опеки и попечительства возвратить ребенка опекуну. Суд отменяет оспариваемое решение, которым орган опеки и попечительства отстранил истицу от исполнения обязанностей опекуна над внучкой, потому что опекун надлежаще исполнял лежащие на ней обязанности по опеке. Опекун заботился о содержании внучки, о ее обучении и воспитании, обеспечивала уходом и лечением, занималась развитием девочки, защищала права и интересы внучки. В данном случае ответчик каких-либо доказательств, которые свидетельствуют о том, что истец не справлялась с обязанностями опекуна, в судебное заседание не представила. Совместное проживание ребенка с матерью, лишенной родительских прав в отношении ребенка, не является основанием для отстранения опекуна от исполнения обязанностей, поскольку перечень оснований отстранения опекуна от исполнения обязанностей изложен в статье 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Такого основания, как проживание родителей, лишенных родительских прав, в этой статье не предусмотрено. Кроме того, суд считает необходимым выделить в отдельное производство и передать на рассмотрение вышестоящий орган принятое решение в отношении истицы для принятия соответствующих мер дисциплинарного воздействия, либо принятия иного решения в отношении тех сотрудников, которые выносили решение об отстранении истицы от обязанностей опекуна, поскольку в данное судебное заседание ответчикам не было представлено оснований проведения проверки, не было доказано плановость или неплановость проведения проверки, не были представлены материалы ранее проведенных проверок и так далее. В связи с этим суд считает, что применение норм права, любых материальных или процессуальных норм права, не может носить исключительно формализованный характер. Потому что применение каждой нормы, это прежде всего затрагивает права и интересы живых людей, а не вообще. И никому не позволительно за формальными формулировками, простите, пожалуйста, прятать свой непрофессионализм. Я сейчас не имею в виду конкретно вас, я имею в виду того инспектора, который занимался рассмотрением этого вопроса. Истец и ответчик, суд огласил свое решение. Часть материалов я передаю в вышестоящий орган. Дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Внеплановые проверки еще никто не отменял. Мы придем. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что суд оставил мне внучку, отменив несправедливое решение органов опеки. Моя дочь обязательно восстановится в своих правах, и мы будем дальше воспитывать нашу девочку вместе. Опека будет контролировать эту семью. И я думаю, что их ждут не только плановые проверки, но и внеплановые. Истец оспаривает свое отцовство, требует аннулировать запись об отцовстве в отношении рожденного в браке ребенка. Ответчик против иска возражает, заявляет, что истец заблуждается. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Да, Ваша честь, все верно. Я хочу аннулировать запись о моем якобы отцовстве. Оспорить отцовство. Оспорить, да. Аннулировать запись тоже. И в отношении ребенка, которого родила моя уже бывшая жена,
будучи в браке. У меня есть все основания полагать, что она родила не от меня, а родила от моего папы. Мы познакомились с Кирой 3 года назад. Инициатором нашего знакомства выступил папа. Она работала у него помощницей, секретарем. Ну вот, как-то у нас все закрутилось, завертелось, и через 2 месяца, сам не понимаю как, уже стою в ЗАГСе. А, тебя заставили, Не значит. заставили, я Бедненький просто не какой, понял, да? как это все очень быстро произошло. И причем инициатором свадьбы тоже выступил папа. Я думаю, как мне тогда повезло. Просто я стою в ЗАГСе, он заказал ресторан, оплатил все абсолютно. И вот все очень здорово, но перед самой свадьбой... Что это? Это результаты теста ДНК. Я его еще не видел. Почему? Мне сказали то, что я его увижу только в суде, Кто узнаю. вам это сказал? Когда я сдавал анализы, ДНК Нет, сдавал. ну правильно, вы увидите его в суде. Для этого можно было прийти до судебного заседания и посмотреть результаты экспертизы. Ну, я уверен в этом просто. А вы уверены? Ты же во всем уверен, да? Да, так потому что все об этом говорят, все сотрудники. Мне даже уборщицы уже говорят о том, что мне папа подсунул свою беременную любовницу. Вот и все. Истец. Мама была против нашего Истец. брака, она даже не Подождите, пришла на мама была свадьбу. против. Вы посмотрите на Нет, фотографию. истец. Он на меня вообще не Истец. похож, этот Я сын. хочу. Он похож на моего похож, он твоя папу. Истец. Где? Я хочу слепой понять. какой-то. Подождите, ответчик. Вот смотрите. Если результаты экспертизы говорят, что вы отец ребенка. Я-то уверен, что она спит с моим отцом. Она просто поняла, что Свечку держал. с ним быть гораздо выгоднее. Ну, согласись, ты приехал, у тебя ничего Это нет. какого черта я Николай вышла за Недвора тебя замуж? приехала. Скажи, Так, если ну у тебя ладно, отец- честно Да. говоря, я проявляю такое долготерпение. Хорошо, давайте вы, ответчик, скажите. В общем, ваша честь, естественно, я с этим не согласна. Я думаю, вы там все прекрасно сами видите. Я ему Я никогда в вижу, жизни не я-то изменяла. точно вижу. Думаю, что то вы тоже заглянули И вы, туда. и вы тоже вот прекрасно видите, да, как он себя ведет. Вот так Как? он себя вел во время всей моей беременности. Она И вот, родила 7-месячного естественно, ребенка. я родила 7-месячного. Потому Мы что он знакомы, меня это не обвинял, он меня сходится. просто бросил. Он сказал, все, это не мой ребенок, это кто ребенок тебя моего приютил? отца. Кто приютил? Твой отец приютил, потому что я И выгнал оказалась на меня, улице. выгнал свою В общем, ваша жену, честь, мою маму. Мне больше нечего сказать. Прошу вызвать моего свидетеля, вот как раз-таки Андрей Александрович, Прям мой факт на мой факте, свекр прям здесь. жжешь, молодец. Вот действительно доказала, мой ребенок. Мне больше нечего сказать. Ой. Вот так Можно всегда. светить? Всегда. Заканчивается а как разговор я тебе на этом. докажу, что я тебе все, не я все изменяла? сказала. Вот как? Тест ДНК я предлагал сделать папе. Что он Вот, сказал? там лежит. Папа, когда еще дело до суда не дошло, что он сказал? Он меня выгнал. Так и правильно сделал, потому что ты идиот. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля ответчика. Давайте цирк продолжим Истец, вместе. истец. Пошел ты. Идиот вообще. День. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Она его Андрюша называет. Жуков Андрей Александрович. Я сына называю Отец Андрюшей, Максима. Ваша честь, то, что говорит мой сын, это полный бред. Я неоднократно пытался ему объяснить, что сомнения насчет ребенка не имеет под собой никаких оснований. Но он уперся как баран и стал от меня требовать прохождения А как же показания уборщицы? Да ну что вы. ДНК-теста. Я сказал, да. даже уборщица. ДНК-теста на отцовство. Видишь, Это себе меня хоть настолько придурок. унизило, что поначалу я отказался. Но потом я понял, что он не отступится от своей бредовой затеи. И ничего ему не сказав, я обратился в медицинский центр и сделал этот анализ. И перед началом суда я получил результаты. Ваша честь, вероятность отцовства 96%. Специалисты объяснили мне, 96. что при таких результатах отцовство маловероятно. А больший процент, 96%, объясняется моим близким Нет, ну, родством естественно, да. с биологическим отцом ребенка. Нет, потому что истец делает вид, что он не А понимает. давайте вспомним, кто мой папа. А давайте Директор крупной компании. Ему купить любую справку ничего не стоит. Подкупить человека ничего не стоит. Почему надо было делать это тайно? Почему? У меня никогда никаких любовных отношений с ответчиком не было и быть не могло. Я вынужден открыть тайну, о которой мой сын не знает. Это было очень давно, когда Кира была еще маленькой девочкой. У меня с ее мамой были отношения. И я даже хотел уйти из семьи. Но внезапно на нее обрушился
обрушилась болезнь, которую врачи не могли спасти. И она умерла. Но перед смертью она попросила меня, чтобы я не бросал ее дочь. И я обещал ей, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Таким образом, я стал ее опекать, следить за ее воспитанием, И дал сделал ей ребенка. образование. И после окончания вуза я ее взял на свою фирму своим Ну, а личным с женой-то секретарем. почему вы расстались? Скажите, пожалуйста. Жена, когда я взял эту девочку на работу своим секретарем, жена каким-то образом узнала, чья это дочь, и стала меня упрекать. Начались постоянные скандалы. А уж когда Кира с Максимом познакомились и сыграли свадьбу, она вообще это вынести не смогла. И подала на развод. Я с супругой не согласен. Ведь дети не должны отвечать за грехи родителей. Да, свидетель, я вас благодарю. Так, скажите, пожалуйста, истец... Складно вы все придумали, конечно, ребят. Подождите, истец. Вы хотите, чтобы я вам сейчас сказала результаты или в процессе оглашения решений? Когда вам удобно, потому Нет, что вам я как? уверен в своей правоте. Вы У них уверены в ничего своей не клеится. правоте. Вообще ничего. Вообще ничего. Так, ну понятно. Кроме отношений, да? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. В следующей программе. Ты посмотри на нее. Да что со Что мной с не ней? так? Дурачка нашла Веслоухова, чтобы в Москву перебраться. Все дети вырастают и начинают устраивать свою личную жизнь. Что делать, если в этой жизни для матери не находится места? То заправь там кровать, то убери, то подмети. А А вы почему вообще она? к папе поехали на отдых? Да. А папа вам какую-нибудь копеечку за это заплатил? Ребенок приехал к отцу отдыхать, чтобы отец должен за это ей деньги давать. Семья бедствует. Дети живут в нищете, а их отец наслаждается жизнью в курортном городе. Удастся ли заставить его поделиться доходами, узнаем в суде. Ваша честь, вы посмотрите, вот он стоит, слезы льет. Видите, психическое состояние какое? К врачу ему надо. Да просто мне обидно, ничего сделать Это алкоголь все твой выходит. Что ждет отчаявшегося отца? Возможность регулярно видеться со своей дочерью или наблюдать за ней только через щель в заборе? Ответ на это узнаем в суде. Сейчас узнаем правду. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей в судебном заседании, в иске об оспаривании отцовства отказывает, в соответствии с чем не вносятся изменения в актовой записи об отцовстве истца в отношении несовершеннолетнего сына, и имеющаяся там запись не аннулируется. Суд не аннулирует запись об отцовстве истца в отношении несовершеннолетнего сына, рожденного его бывшего женой в период брака, потому что утверждение истца, что он не является отцом мальчика, опровергается заключением молекулярной генетической экспертизы. Согласно выводу данной экспертизы, проведенной по определению суда, отцовство истца в отношении ребенка не исключается, при этом вероятность истинного отцовства составляет 99,99%, что означает высшую степень вероятности. Оснований не доверять вышеуказанному заключению экспертов у суда не имеется, поскольку экспертиза проводилась в компетентном экспертном учреждении, была проведена в соответствии со всеми требованиями гражданского процессуального законодательства. Суд также учел то обстоятельство, ребенок рожден в браке, ответчица в тот временной период, и временной период приходится на зачатие сына, имела близкие отношения с мужем. При таких обстоятельствах суд отказывает в иске и не аннулирует запись об отцовстве истца в отношении несовершеннолетнего сына. Вероятность вашего биологического отцовства составляет 99,99%. Ну, это не может быть правдой. Мне же говорили. Кто вам? Уборщицы говорили. Да при чем здесь Ты стал заложником ложных сплетен и Истец. наговоров. Вы мне сами ничего не говорили. Только мама знает, кто папа. Возвращаясь к тому вопросу, который я вам задавала. Дальше-то что вы собираетесь делать? Ну,
Вы разрушили на своем пути, как вот все разом, вот абсолютно Будем всё. налаживать отношения. Воспитывать. Мне не кажется, Но что я же вы... платил алименты. Платил. Это Будешь дальше весомо. платить. Это, Всё. конечно, это перевешивает все остальное. Да. Вот просто... Но я же их не бросал. Платил вот алименты. все перевесило, понимаете? Но в Всё. любом случае, он был бы мне тогда братом, но сейчас сын. Брат, кем бы был? Если бы она родила от моего отца, он был Так, бы суд мне огласил братом. свое решение, дело закрыто. Опозорился? Я не знал. Ну, Не а почему знал. вы мне раньше об этом не сказали? Я ничего? тебе говорила. Ну, вы Ты же скрывали, уборщик, почему? слушаешь, а не меня. Какие-то факты всплывали постоянно левые. Естественно, я не буду доверять. Я сейчас не до конца в это верю. Ну не верь. Решение суда. В иске отказать. Я до сих пор не могу прийти в себя после оглашения теста. Я удивлен, приятно удивлен, что это все-таки мой ребенок. И я сделаю все возможное, чтобы наладить отношения со своей женой, ребенком и с папой. Я, конечно же, не удивлена решением суда, но я не знаю, что нужно сделать Максиму, чтобы вернуть те отношения, что у нас с ним были. Посмотрим. Страшно и больно, когда страдают дети. Я с мамой жить не буду, не хочу, я ей не нужна. Вы понимаете, я ей вообще не нужна. Во всем виноваты взрослые. Ребенку там должно быть комфортно. А в шкафу ему комфортно? Судья Елена Дмитриева защищает детей от взрослых. Но я понимаю, что ни вам, ни ответчику нет дела до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Это битва за будущее.